Мы с тобой хотели посмотреть тему «Выборы в США 2024». Хорошо, давайте глянем. Выборы в США. Напряженная ситуация, накалена довольно-таки сильно сейчас Америка противостоянием двух лагерей, двух выборов. И это напряжение будет еще нарастать до, собственно, дня голосования. Есть силы, которые заинтересованы в том, чтобы этот накал довести до максимального напряжения. В их интересах держать не только американскую общественность, американцев в этом напряжении, именно противостояния, но и всех тех, кто вовлечен в это через информационные каналы. Но это практически все развитые страны, и не только развитые, которые с волнением и любопытством наблюдают за ходом избирательной кампании. Эти выборы окажутся одним из самых напряженных за всю историю выборов в американской избирательной системе. Но кардинально они не изменят положение вещей, и тот кандидат, который будет выбран, кем бы он ни был, все равно продолжит тот курс как внешней, так и внутренней политики, который существует на повестке дня в американском обществе уже давно. То есть ничего особенно нового не произойдет. С точки зрения именно принципиальных изменений и кардинальных. Но вы наверняка ждете от меня ответа более конкретного, а именно кто же станет президентом в начале ноября в Соединенных Штатах. Но я не буду вам раскрывать эти карты, дабы этот сюрприз был для вас подлинным сюрпризом. Могу лишь только добавить, что некая интрига, завязавшаяся в результате событий избирательной кампании, которая длится уже весь год, начиная с весны, это уже активная фаза избирательной кампании. Интрига действительно завязалась, и она будет развязана, несомненно, в начале ноября. Но, повторюсь, никак не повлияет принципиально тот выбор, который будет совершен. Естественно, он уже прописан, естественно, он на более высоких уровнях известен, но на этом канале вы не получите так желанных вам имен и процентов. Но история будет течь в том русле, в котором она уже давно течет, касаемо конкретно политической ситуации в Соединенных Штатах. Но, повторюсь, да, накал предвыборной борьбы на сей раз достиг и достигнет далее довольно высокого градуса кипения. Что еще можно было бы рассказать по этому поводу? Может, вопрос какой-то более? Да, у меня есть вопрос. Ты упомянул о силах, кому выгодно держать в таком напряжении огромной массы людей. Ты мог бы рассказать, что это за силы? Да, несомненно, это никакая не тайна, особенно на вашем канале. Это управляющая структура, которая находится на более высоком уровне, это 4-й и частично 5-й уровень. Это драконийские и демонические структуры, в подчинении которых довольно-таки обширные ресурсы, включая представителей многих цивилизаций, но известные вам в частности и серые, и репы, и осьминоги и так далее, и так далее. Там несколько десятков до полусотни активных проводников тех программ, которые реализуют, они с более высоких уровней. Что касается того, как они это делают, их время стремительно сокращается. Я говорю сейчас об уровнях более высоких, на физике это не так заметно пока, но тем не менее это проецируется ими и в третью мерность, где обитаете вы. И в частности их старания по поводу поддержания этого накала, противостояния внутри американского гражданского общества, это так называемый сбор урожая тех самых энергий, неприятия, борьбы, сопротивления, возмущения, возможных хитрых. То есть это их питание, это их корм, это их энергия. И поэтому они, конечно, заинтересованы в том, чтобы накануне большой жатвы как можно больше людей и душ втянуть в эту активную фазу, форму противостояния. И вся выборная система США, и не только США, это одна из форм производства этого продукта, который они собирают различными путями, в том числе и выборы.
Ну, здесь есть некая все же дифференциация по временной шкале. То есть та степень напряжения, которая достигнута сейчас, она не имеет практически аналогов в истории Соединенных Штатов. Вот чтобы вот так это все было. Плюс, несомненно, то развитие информационных технологий, которое вот сейчас задействовано в обеспечении этого шоу, да, это большой ресурс. Раньше такого в таком объеме не было. Раньше тоже было, но не так. Это было активно, массово, без такого агрессивно повседневного напитывания вот этой всей кампании. Но опять же через современные средства массовой информации. Раньше было проще, чуть легче. Что же касается самой системы избирательной, демократической, то эта система, несомненно, которая является результатом их внедрения, а именно создания иллюзии выбора у граждан, выбора своего будущего и тех руководителей, которые как будто бы соответствуют чаяниям людей. А для устроителей этого спектакля люди — это чернь, это стадо. Они об этом говорят, не скрывая. Стадо, паства. Они играют. Они играют. Вы для них — это куклы, пешки. Они играют массовым сознанием, массовым психозом, создание иллюзий свободы, например. Это их игра, это манипуляции. В это очень легко вовлекаются многие, очень-очень и очень многие, и загладывают этот крючок и живут с этим до конца своих дней, веря свято в то, что есть такое незыблемое право, как свобода выбора в результате голосования. Это их игра. А мог бы ты рассказать, вокруг кого сосредоточено столько внимания? Эти кандидаты, которые представлены на физике телами, кем они являются на тонком плане? Вам не стоит особенно увлекаться разоблачением их подлинной природы, но это марионетки в руках тех, кто выше. И это те актеры, которые выходят на сцену под их аккомпанемент, и являются их инструментами. Несомненно, души, которые идут в эти роли, имеют контрактную систему обязательств с этими силами, и они отрабатывают свои контрактные обязательства. Что же касается конкретики, что и кто стоит за каждым кандидатом, ну, это души, которые не могут не играть по этим сценариям. То есть у этих душ есть очень жесткие, очень тяжелые обязательства по кармической программе, которая, собственно, и обязывает их играть эти роли. Хотя для вас на физическом уровне это элита, это успешные очень люди, это своего рода кумиры, такие маленькие боги. Но это на уровне физического сознания. А по сути, если говорить о уровнях, начиная от 4-го, это марионетки, это своего рода вассалы или даже рабы. Они играют свои роли. Все по сценарию, да? Несомненно, несомненно. Сюрпризов не бывает в таких шоу. Как у вас говорят, шоу должно продолжаться, вот оно и продолжается. Наше дело в это включаться, реагировать, ругаться, ненавидеть, противостоять, нападать. Вот все, что им от вас, по сути, и нужно. Да. Если есть хоть какая-то реакция, касающаяся игры, то человек попадает в эту игру. Да, несомненно, но не стоит к этому относиться слишком как бы катастрофически, усиливая эффект этой вовлеченности. Но, несомненно, какую-то немалую часть своих внутренних энергий именно в их звучании, это именно негативная, темная реакция, они получают. Ведь все подобные кампании никогда не сопровождаются идеями единения или любви, или света, или радости. Это всегда про борьбу и противостояние, и про очень жесткое противостояние. И здесь не до, как они говорят, не до сантиментов. Ну и случайных душ тоже нет. На ведущих первых ролях, конечно, нет. Важно, что у всех, кто в этом участвует, есть, несомненно, вот эта иллюзия того, что у них свобода выбора есть. И не важно за кого, а важно как, а именно через сопротивление и противостояние.
Мгм. Они всегда идут почти, как у них говорят, ноздря в ноздрю. То есть это именно и обеспечивает ту степень нагнетенности противостояния, которая их интересует, чтобы были очень близкие шансы на победу. Но вы же, если кто-то немножко интересуется, знаете, как проводятся социологические опросы чуть ли не каждый день, и там фиксируются все эти процентные отношения в пользу того или иного кандидата. Ну, как уже сказал, это очень близкие позиции, что, повторюсь, и обеспечивает в итоге вот эту степень напряженности. А мог бы ты еще ответить, какая-то часть людей интересуется, а будут ли эти выборы в США последними? Нет, я не буду озвучивать эту информацию. Последний или нет? Нет, это пусть для вас остается для тех, кого это действительно интересует, ну, скажем, открытым вопрос. Но по сути, последний это или не последний, это никак не влияет на вашу жизнь. Это более принципиальный ответ. Благодарю тебя. Есть ли у тебя у самого от себя что-то добавить? Вы уже слышали на моем канале информацию о том, как движется Терра в направлении тех больших преображений, которые будут сопровождаться ее чисткой, которая уже частично начинается. В этот временной промежуток, речь идет о нескольких десятилетиях, тех, кто действительно задумывается о себе как о душе и о сути, которая находится немного выше земной оболочки, следует поменьше увлекаться политическими дрязгами и выяснением отношений. Хватает тем и интересов, которые намного более важны для каждого из вас персонально в это непростое и очень интересное время. Но это вот мой небольшой комментарий к теме о политике и о выборах. Ты сейчас обращался к душам? Я обращался сейчас к физическим сознаниям, и, несомненно, те, кто услышит это обращение и также предложение подумать немножко далее, нежели о своем физическом теле, хотя, несомненно, это важная часть вашей жизни, но не хлебом, как говорят, вас единым вы живы. Но что касается душ, то да, через физические органы восприятия, в данном случае слух, какие-то души наверняка смогут услышать мое к ним небольшое обращение, напутствие. Благодарю. Спасибо тебе большое. Пожалуйста.